Ненужный хлам. Части тела, которые человек больше не использует. Некоторые части тела человека утратили функциональность несколько миллионов лет назад. То, что они сохранились, одни исследователи объясняют эволюцией, другие– особенностями эмбрионального развития, третьи пытаются найти им хоть какое-то применение. Вы находитесь на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Третье веко. У человека два века, верхнее и нижнее, однако во внутреннем уголке глаза есть и атрофированная третья, полулунная складка. Это остатки так называемой мигательной перепонки. Несколько миллионов лет назад у наших предков она была полноценной, защищала глаза от пыли и ветра и увлажняла без потери видимости. Двигалась она горизонтально. Сейчас полноценная мигательная перепонка встречается у акул, птиц, верблюдов, кошек, белых медведей и человеческих эмбрионов. В какой-то момент у плода она покрывает почти всю поверхность глаза, однако затем не успевает за ростом глазного яблока и верхнего и нижнего век. Впрочем, в медицине известны два случая практически целиком сформированной мигательной перепонки у людей. В одном из них девочке этот полезный в прошлом орган мешал полноценно видеть, и его удалили. Некоторые считают, что третье веко рано списывать со счетов. Оно и сейчас выполняет две важные функции: увлажняет глаз и помогает ему более эффективно двигаться. Дело в том, что глазное яблоко способно поворачиваться на 180-200 градусов. Без полулунной складки этот угол был бы значительно меньше. Волосы дыбом. Часто при сильном испуге или на холоде на коже появляются небольшие пупырышки у основания волосяных фолликулов. В результате мелкие волоски в прямом смысле встают дыбом. За эту реакцию отвечает так называемый пиломоторный рефлекс, сокращается мускулатура волосяных луковиц. В доисторические времена, когда тело наших предков покрывала шерсть, пиломоторный рефлекс выполнял две важные функции. Во-первых, дольше сохранял тепло, ведь шерсть задерживала прогретый воздух. Во-вторых, отпугивал хищников и не в меру агрессивных сородичей, распушившийся волосяной покров зрительно увеличивал в объемах. Однако сегодня ни то ни другое человеку не нужно. Длинная ладонная мышца. Соедините мизинец с большим пальцем и согните руку в запястье. Скорее всего, вы увидите под ладонью продолговатый набухший бугорок. Это и есть так называемая длинная ладонная мышца. Она помогает хвататься за раскачивающиеся ветви и ловко лазить по деревьям. Для зверей, живущих там, она незаменима, и именно благодаря ей у приматов сформировались такие цепкие конечности. Однако для человека она потеряла актуальность около 3 миллионов лет назад. Именно тогда наши предки перебрались из лесов в саванну и стали ходить на двух ногах. У большинства людей длинная ладонная мышца атрофирована, а у некоторых это около 15% населения Земли, и ее и вовсе нет. И вот еще что, ее чаще обнаруживают у мужчин, чем у женщин. Считают, что сегодня эта мышца никак не влияет на подвижность верхних конечностей. Однако есть данные, что у профессиональных пианистов, которые могут похвастаться наличием этой мышцы, меньше устают руки после долгих концертов и репетиций. Таинственные соски. Во времена Дарвина мужские соски относили к рудиментам, то есть органам, которые когда-то были нужны, но в процессе эволюции потеряли функциональность. Иначе чем объяснить, что у некоторых представителей сильного пола иногда случается лактация, правда, очень редко и при серьезных гормональных сбоях. Однако никакой внятной теории, описывающей, для чего нашим предкам мужского пола были нужны соски, ученые долгое время не могли предложить. Ведь среди млекопитающих неизвестны виды, у которых детенышей вскармливают самцы. Одно из возможных объяснений – причуды эмбрионального развития. Известно, что в первые недели после зачатия все определяет Х-хромосома, и именно на этом этапе, примерно на 4-й неделе, у зародыша начинают формироваться соски. Затем в дело вступают Y-хромосома, если речь идет о мальчике, и находящийся в ней ген, который отвечает за появление мужских первичных половых признаков. Однако соски, которые никогда в жизни ему не пригодятся, уже есть. Кстати, именно особенностями этого периода эмбрионального развития объясняется и полителия, 3-й, а иногда и 4-й сосок у человека. Бугорок Дарвина. В «Происхождении человека и половом отборе» Чарльз Дарвин описал небольшой бугорок в виде завитка, который расположен на ушной раковине некоторых людей. Никакой практической пользы от него нет, но нашим ближайшим родственникам-приматам он, точнее, спрятанная под ним мышца, позволяет шевелить ушами и поворачивать в сторону звука только ухо, а не всю голову. Значит, заключил ученый, этот рудимент – дополнительное свидетельство в пользу теории эволюции. Завиток так и назвали – бугорок Дарвина.
По современным данным, он встречается у 10–40% людей в зависимости от популяции. Пока больше всего обладателей этой мышцы замечено среди индейцев, причем в основном мужчин. В других популяциях такой взаимосвязи не обнаружили. И интересно, что если дарвиновские бугорки есть на обоих ушах, то они, как правило, отличаются формой и размерами. По мнению ученых, это говорит о том, что человеческое ухо– уникальный орган, и его можно использовать для идентификации личности, как отпечатки пальцев. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, делитесь этим видео с друзьями, ну а мы с вами не прощаемся. Пока-пока.